Всем привет, Симметричан! Совсем немного осталось до Рождества и Нового года, поэтому сегодня у нас будет видео о подготовке к Рождеству, а также японском рукоделии, чем увлекаются японцы и их хобби. Сейчас я нахожусь у магазина «Все для рукоделия», идемте со мной. Идемте внутрь. В Японии есть несколько крупных сетей магазинов «Все для хобби». Этот называется Санкакья, и он огромнейший. Тут есть абсолютно все. Я пришла в этот магазин, потому что я хочу украсить дом перед Рождеством, и я посмотрела, что скатерть в рождественской тематике стоит в районе $100 хорошая, и подумала, почему бы не сделать скатерть самой. Поэтому главная моя задача – найти подходящую ткань для рождественской скатерти. Выбор ткани просто огромнейший, в самых разных стилистиках. Японские узоры, европейские, если можно их так назвать, узоры с цветочками, тематические. Хотите ткань с грибочками, динозаврами или аниме? Пожалуйста, тут есть все. Вот это тоже очень красиво смотрится. Более цветные, цветочные японские узоры. Такие часто используются для кимоно, юката. О, можно пошить косплей из Кимэцу но Яиба, клинок демонов. А здесь, походу, целый раздел, посвященный косплею. Смотрите, можно сделать плащ Ренгоку. О, здесь есть даже узоры Мориса. Класс. Тут целая коллекция Мориса узоров. Что обычно японцы шьют? Например, косплей-костюмы для себя или детей, и, конечно же, обычную одежду тоже. Примеры, что можно пошить из этой ткани. Вначале я не поняла, что это, но, по-моему, это ручки для сумок. Видимо, японцы любят делать сумки. Я не знаю, что это, но это очень красиво. Понятно, вот это пример использования. Конечно же, в этом магазине есть не только ткани. Как вам такое? Прибор, чтобы пропускать нитку через ушко. А здесь находится бисер. Пример того, что можно сделать. Очень много разных цветов. О нет, смотрите, что я нашла. Снова клинок рассекающих демонов из бисера. Так много разных цветов, что у меня просто рябеет в глазах. Выбрать невозможно. Вот эти наборчики для вышивания очень милые. Здесь идет вот такая вот картинка-пример, что можно вышить, и уже набор цветовой самих ниток. Коллекция для любителей Японии. В Японии вышивка довольно популярна, потому что она часто встречается и в японском традиционном искусстве, поэтому отдел с вышивкой самый разнообразный. Здесь просто огромный, много разных ниток японского производства, в японских цветовых гаммах, и не только, конечно же. Этот вид вышивки называется сашико, и здесь много ниток именно для этой вышивки. А также вот такие вот платочки, где уже нарисован орнамент, по которому нужно вышивать. И есть вот такой вот традиционный японский орнамент, а есть и обычные какие-то овощи. Я не знаю, почему это здесь продается и кто и для чего будет это покупать. Это кукла, это маскот майонеза японского Кьюпи. Почему-то она тут продается в огромных количествах. Что с ней будут делать? Непонятно. Блестящие нитки для вот такого вязания. Тоже сумка. О боже, здесь эти куклы Кьюпи в одежде вязаны. Неужели люди вяжут для них одежду? Зачем? Почему? Вот этим в Японии украшают дом на День девочек весной. И можно сделать такое украшение самому. Тут продается все для него нужное. Думаю, также кто-то знает канзаши. Это японское украшение для волос.
Их делают часто, используя вот такие вот цветы, сделанные из тканей. И можно даже такой сделать, используя вот такой наборчик. Тут тоже уже есть все необходимое внутри. Инструкция, ткань подобранная. Валяние, или как это правильно называется, в Японии тоже довольно популярно. И здесь тоже есть вот такие уже готовые наборчики. Смотрите, какая прелесть. И, конечно же, вязание. Отдел для вязания второй по величине после отдела с тканями. Спицы для вязания на любой вкус и цвет любых размеров. Выбор ниток тоже просто огромнейший, но стоит оно все довольно дорого. Дешевле будет купить уже готовый шарф или свитер, потому что одна такая штучка стоит 1980 йен, в районе $18 примерно. Третий по размеру отдел в этом магазине – это отдел с искусственными и засушенными цветами. Это все искусственные цветы. Смотрится, даже в реальности смотрится, как настоящие живые цветы. Как красиво! Смотрится просто шикарно, но стоит 2530 йен, $20. Судя по этому разнообразию искусственных цветов, японцы делают не только икебана, композиции из живых цветов, но и композиции из неживых цветов. Меня нельзя пускать в такие магазины, потому что мне все это нужно. Но вернемся к поиску тканей для скатерти. Только посмотрите на эти рождественские ткани. Вот это тоже очень по-зимнему, как вариант скатерти на стол. Или вот такая ткань тоже смотрится очень хорошо и по-рождественскому. Выбор ткани огромный, но размера, подходящего под наш стол, не так много. Поэтому я сейчас думаю между этими 4 цветами. Этот зеленый смотрится очень по-рождественски, но довольно агрессивно. Поэтому или вот такой золотой смотрится очень празднично. Или вот такой красный. Выбранную ткань отрезают нужного вам размера. 2 метра этой ткани стоило 3500 йен, в районе $30. Также я решила докупить некоторые мелочи для рождественских украшений, поэтому я пришла в Hyakuen Shop 100 йенник. Перед любым праздником в магазинах все по 100 йен можно найти много милых украшений. Так много всего. Разные мелочи милые. Маска на лицо рождественская. А здесь все необходимое для венка. Даже готовые венки уже есть. Тоже из шишек вот такие по 300 йен. База для венка, вот это мне нужно. Разных размеров. Вот такие засушенные апельсины, веточки. Все такое милое. Много искусственных цветов, тоже в рождественской тематике. В стоеннике, конечно, качество хуже, но зато намного дешевле. Не все в стоеннике плохого качества, но часто смотрится на свою цену. Выбор игрушек для елки огромный, и смотрятся они очень даже симпатично. И, конечно же, самое главное – новогодняя рождественская елка. Я хочу купить живую елку, а не срезанную. Раньше у нас была живая елка, но, к сожалению, она прожила с нами 2 или 3 года и засохла от страшной японской жиры, поэтому в этот раз я буду аккуратнее летом. И здесь есть выбор вот такой вот. Вот такие живые елочки продаются с корнем вместе. Можно ее во дворе посадить или в горшке и потом на улицу вынести после окончания Нового года. Стоит довольно дорого. Вот такая маленькая стоит в районе 4000 йен. Побольше стоит в районе 6000 йен. И я знаю, насколько быстро растут елки, поэтому возьму маленькую. Даже магазин с растениями, смотрите, как красиво украсили по-рождественски.
огромная елка стоит. В Японии на Рождество дома украшают вот такими вот цветами. Называется понсечия на японском. Как красиво! Надо такую тоже купить. Мои покупки. На моем велике, к сожалению, нет корзины, поэтому я буду возвращаться вот так вот. В итоге я купила вот такую красную ткань, мне очень нравится, а также клей для ткани. Кто знал, что бывает клей для ткани, что не нужно ничего шить? Я решила сильно не заморачиваться и просто приклеить края клеем для ткани, потому что так быстрее и проще. Этот клей держится даже после стирки, но если что, можно приклеить еще раз. Также у меня уже традиция делать каждый год рождественский венок. Знаю, что у некоторых ассоциация венка с могилой, но я обожаю это украшение и делаю его сама. Поэтому я купила некоторые вещи, нужные для изготовления венка. Вот такие веточки я купила в цветочном магазине. А также золотые шишки для украшения. Посмотрим, что из этого выйдет. В Японии довольно часто украшают рождественским венком входную дверь или сам дом. Кто-то покупает уже готовый венок, а кто-то делает сам, как я. Все необходимое можно купить в стоеннике или цветочном магазине. Изготовить такой венок будет стоить 1000-1500 йен, 10-15 долларов. Это горшок для елки. В этом году у нас будет золотая тематика, поэтому я решила его покрасить в золотой цвет. Посмотрим, что из этого выйдет. Слушайте, классный спрей. Вот что бывает, когда Вики дают золотой спрей в руки. Но мне кажется, результат отличный. Смотрится даже лучше, чем я думала будет смотреться. Ну что ж, теперь у нас время садить елку. Боже, у меня такой маленький корень. Не знаю, выживет ли она. О, бедняжка. Рождественские салфетки, которые я купила в стоеннике, смотрятся очень празднично. Та-дам! Теперь наш дом наконец-то готов к Рождеству и Новому году. Получилось скромно, но красная скатерть, как я и думала, стала хорошим акцентом. В этом году у нас очень маленькая, но зато живая елка. Надеюсь, что она будет расти большой и высокой и не засохнет, как предыдущая елка. К моему удивлению, позолоченный горшок смотрится даже лучше, чем я думала. В общем, я довольна, но мне не хватает подсветки, хочу еще ее докупить, поэтому это не конец украшениям этой комнаты. Надеюсь, вам было интересно это видео, а как вы готовитесь к Рождеству. Жду ваших комментариев, увидимся еще. Всем пока!